11 часов 1 минута в Петербурге. Всем добрый день. Меня зовут Арсений Веснин. Это YouTube-канал «Ищем выход». YouTube-канал, который делают журналисты «Эхо Петербурга». Так что привет всем на YouTube, петербуржцам особенный, ну и не петербуржцам, конечно, тоже большой-большой привет. Привет всем, кто слушает нас в приложении «Эхо». Я всегда про него напоминаю. Оно очень удобное. Я просто нажал кнопку, и из телефона радиоэфир полился. Ну и тем, кто потом читает нас в расшифровках, слушает в подкастах, тоже, конечно же, привет. Сегодня вместе со мной в эфире Виталий Демарский. Виталий Наумович, здравствуйте. Привет всем. И тебе тоже. Смотрите, сейчас, наверное, не самые важные переговоры проходят, но все равно, как мне кажется, многие следят за этими новостями. Вот буквально в эту же минуту объявляли, что вот в 11 часов по московскому или петербургскому времени начнутся переговоры между российской делегацией и американской делегацией. Они вот уже все приехали туда, начинаются они в Стамбуле. Посвящены они, во всяком случае, как мы знаем из официальных сообщений, возобновлению каких-то посольских дел, нормализации работ посольств, дипломатических представительств и так далее. Возможно, об этом речь действительно в данной ситуации пойдет, но понятно, что все последние недели, последние дни обсуждают вот эти переговоры между Путиным, Трампом, с Зеленским. Все задают друг другу одни и те же вопросы, я вам тоже их задам, Виталий Наумович. Как вы думаете, все-таки вот эта дипломатическая активизация, которая точно произошла с приходом Трампа, мне кажется, это мы можем констатировать, она приведет к чему-то хорошему, дельному, и к чему вообще она может привести? Что считать хорошего? Да? Я думаю, что она может, весь тот процесс, запущенный Трампом, он может привести к какому-то временному, на сколько время, перемирию или прекращению огня, для того, чтобы потом приступить к переговорам более основательным. К этому может, я думаю, что к этому дело идет, но хорошее, я не знаю, что такое хорошо, что такое плохо в сегодняшнем мире и вот в этой всей истории, потому что в любом случае, мне кажется, не может быть крепкая договоренность, которая предполагается недопобеда одной стороны и, что называется, недопоражение другой стороны. Да? Причем эти стороны можно с этими словами менять как угодно. Да? Потому что обе стороны останутся неудовлетворенными. Это абсолютно понятно. Но если одна сторона, я имею в виду российская, может объявить это своей победой, то Украине это намного труднее. И я думаю, что, конечно, одним из результатов этих процессов будет все-таки уход, так или иначе, уход Зеленского. Все-таки не до победы со стороны России, да, а не до поражения со стороны Украины. И наоборот, все же, особенно и оппозиция, и все, когда начались санкции, когда Украину начали снабжать огромным количеством оружия, все же рассчитывали и на поражение России, да? И на победу, соответственно, Украины. Так что в этом в каком-то смысле это будет и не до победы Украины, потому что все-таки Украине тоже есть чем гордиться. Она выстояла, она не сдалась, она в общем-то, даже успешно контратаковала, на самом деле. Поскольку у нас огромный дефицит чисто такой военной информации, оперативной, да, то мы вообще не очень хорошо понимаем ситуацию на фронтах. Конечно, там рапорты, они всегда были, есть и будут, потому что там рапорты не столько для нас, я имею в виду для общественного мнения, а не столько, сколько для начальства. И там, понятно, я не думаю, что там мы всегда видели или слышали какую-то объективную картину происходящего. Так что я думаю, что все
все недовольны, то есть никто не достиг своих, ну, во-первых, никто не достиг своей конечной цели, это понятно, да. Но это политика, и я часто вспоминал за эти 3 года еще самый великий и гениальный Черчилль, когда его спросили, а что вы победили или что-то такое типа этого. Он говорит, вот когда все это закончится, я вам скажу, что, да, что такое победа. Поэтому победа – это такой вопрос абстрактный. Ну, вот эти неудовлетворенные, да, амбиции разных сторон, которые, видимо, останутся неудовлетворенными, если как-то это зафиксируется в таком виде, во всяком случае, как я понимаю, об этом вы говорите. Что значит дальше? То есть это предпосылки для новой войны, для тлеющего конфликта, как это, например, было до февраля 2022 года. То есть что дальше, если вот такая неопределенность осталась? Я думаю, что все непосредственные участники этой войны, и я не знаю, кого здесь, правда, считать уже непосредственно, но я имею в виду, кроме не только Украины и России, но все так или иначе затянутые в эту войну страны и государства, они все от этой войны устали. Да? Я не говорю про потери человеческих жизней, потери материальные, потери там, денег, ну и так далее и тому подобное. Есть просто, мне кажется, такая страшная усталость от того, что этим надо заниматься. Огромное количество проблем повседневных решают там, те же самые там, правительства, президенты и так далее ежедневно в своих странах. И тут вдруг, значит, возникает конфликт, который, в общем-то, по большому счету, ну, европейцы напуганы, потому что это рядом, да. Ну, американцы были не столько напуганы, сколько, я имею в виду байденовская Америка, она была, конечно, ну, она считала себя обязанной, да, в рамках НАТО, в рамках всей этой атлантической солидарности, считала себя обязанным в этом поучаствовать. Ну и вообще такой традиционный американский подход, если есть возможность где-то вмешаться, показать свою силу, то почему бы и нет, да? Трамп пришел с другим мировоззрением, я бы сказал, да. Там, безусловно, нужно его осуждать, нужно над ним смеяться. Кстати говоря, над ним первые 4 года, первый его срок, я очень хорошо помню, как европейские лидеры над ним подсмеивались. Mm-hmm. Да, вот. Особенно отличалась Меркель, кстати говоря. Ну, такой, извините за выражение, такой идиотик пришел, да, ну, ха-ха-ха, сейчас все это быстро закончится, потому что... Даже действительно быстро довольно закончилось, он был недостаточно опытен в этих делах, и он, конечно, это были 4 года, хотя и тогда он был, я не защищаю Трампа, это совершенно не мой тип политика, и тем более президента. Вот. Но надо понимать объективно, что он пришел со своей концепцией какой-то и внутренней политики, и внешней политики. И он ее нахально совершенно как такой, знаете, как из подворотни, там, в подворотне, там эти ребята, которые во главе такой банды хорошие, да. Ну, все гопником его называют, что тут говорить. Многие его гопником называют. Ну, вот да, я смотрю, в русскоязычном, во всяком случае, каком-то аналитике. И он сметает все на своем пути, значит, к той цели, которую он поставил. При этом он не так прост, как кажется, это мое впечатление. И вот мы начали наш разговор с каких-то там переговоров в Турции по поводу там действительно восстановления этих всех дипломатических связей. А я не знаю, о чем они говорят. Вообще сейчас вдруг выясняется, Трамп признался, то ли проговорился, то ли признался. Ведь нам все время говорили, что не было звонка, не было переговоров с Путиным после его избрания. Сейчас он признался, соврал или не соврал, неизвестно. Что мы очень хорошо поговорили с Путиным, там чуть ли не в ноябре тогда, да?
Кстати говоря, это касается не только Трампа, но и Байдена, потому что я не сомневался, и, собственно говоря, очень много уже подтверждений есть того, что на протяжении всей байденовской администрации и этой войны были закулисные контакты между Москвой и Вашингтоном. Вот. Я не сомневаюсь, что они продолжаются, но, собственно, сейчас они стали уже фактически публичными. Вот. Но помимо того, что мы видим, еще многое происходит там, где мы ничего не видим. Там, где от нас все такой завис. Какие цели, на ваш взгляд, вот сейчас имеют, да, все стороны вот этих вот переговоров? Ну, то есть, условно говоря, у нас есть США, трамповский, да, трамповский штат, у нас есть путинский Кремль, у нас есть Украина и Европа, которая пока оказалась несколько в стороне, хотя, наверное, все-таки совсем списывать ее с дипломатических счетов рановато. Цели... Я не очень верю в жесткие, в каком смысле они жесткие, нельзя им не верить, что они жесткие. Вот высказывание последнее, он как бы такую ястребиную позицию занимает сейчас Сергей Лавров, потому что Путин там говорит о переговорах, а Лавров продолжает настаивать на том, что мы ни шагу не отступим от тех первоначальных позиций, о которых мы заявляли. Я не очень ему верю. Мне кажется, что вообще-то по большому счету, хотя российская власть делает вид, что да мы сейчас вот вас всех, да мы будем продолжать и так далее, что Россия, во-первых, Россия устала от этой войны, да, а во-вторых, что российская власть тоже хотела бы это закончить. Но закончить хочется, естественно, достойно, не поражением, а победой. Закончить или перерыв все-таки? Кто его знает? Сейчас трудно сказать. Во-первых, значит, давайте смотреть прагматично на эту всю ситуацию. Насколько перерыв? Значит, если хотя бы на тот период, пока будет Трамп в Белом доме, это 4 года. Значит, надо еще, чтобы в Москве власть не сменилась в течение этих 4 лет. Я имею в виду по самым разным причинам. Да? Думаете, что шансы есть? А? Думаете, что шансы есть, вероятность? Слушай, ну мы все люди. И все... Ну, кроме того, что там внезапного удара. А почему нет? Почему нет? Вот. Кстати говоря, единственное, что здесь настораживает, если говорить о России, мне кажется, что сейчас самая организованная оппозиция Путину и главное, что допущенная ко всем средствам массовой информации, это оппозиция справа. Угу. Да, это вот оппозиция националистическая, которая крайне правая, которая, собственно говоря, недовольна ни переговорами, что это отступление от того, что мы начали, ну и так далее и тому подобное. Посмотрите на выступление Дугина, посмотрите на выступление Гиркина. Но Гиркин сидит. А? Малафеева. Гиркин сидит. Не слышу. Гиркин сидит. Гиркин сидит, но все равно заявление делает. Ну, заявление ты можешь сделать. Я имею в виду оценку этой ситуации. Да? Они оценивают эту ситуацию как предательство, чуть ли не как предательство тех целей, которые ты поставили в начале войны. Да? И, конечно, я думаю, что они тоже прекрасно понимают, что речь не о денацификации и демилитаризации, а о том, чтобы Украина стала Россией. Это главная цель, и уже они в открытую это высказывают. Да? Это такое, не возникнет ли эффект или явление, феномен Пригожин 2.0, что называется. Да? Вот, это такая пригожинская, скорее, позиция. Кстати, я удивлен, здесь вот буквально сегодня, по-моему, я прочитал там какие-то новости, их до сих пор еще что-то судят каких-то вагнеровцев. Mm-hmm. Там, то есть, такая... Им не простят.
Вот. Ну, Так что почему, здесь довольно... смотрите, почему я спрашиваю вас про перерыв, потому что многие опасаются, это в каком-то смысле кажется логично, ну, с точки зрения какой-то злодейской логики. Сейчас договориться о некоем прекращении огня, действительно в Украине начнется некий политический кризис, вероятно, да, Зеленский будет уходить, вы сами сказали, что вполне возможно, нужно будет проводить выборы. Люди, которые служат в украинской армии, которые устали от этой войны, конечно, многие захотят уйти с фронта, уйти из армии, может быть, уехать из Украины. И Украина, возможно, ослабнет. Тем более, что Америка в этот момент вооружения, видимо, давать не будет. Европейцы тоже весьма вероятно выдохнут и скажут: ой, господи, воевать перестали, не повезут они какие-то колонны бронетехники. И, условно говоря, пройдет полгода, год, российские там военные заводы, они работают, они продолжат работать, люди на зарплатах в армии останутся. Ну и, собственно, с этими, ну, в общем-то, хорошими картами Путин сможет снова вступать в военную игру. Ну, смотри, во-первых, я не экономист, я не могу в экономических терминах рассуждать на эту тему, но единственное, что я понимаю, исходя из того, что я читаю профессиональных экономистов, да, причем тех, которым я доверяю, это то, что экономически, я бы сказал, такой общий ресурс России не безграничен. Да? И все, кстати, ну, не знаю, насколько с ужасом, но с беспокойством ждали сегодняшнего числа, 27 февраля, когда вступают в силу последние, по-моему, они были последними байденовские санкции против России. Это ограничение вот, перевозок нефти на кораблях, да, на танкерах. И потому что это значит опять снижение поступлений в бюджет и так далее, и так далее. Сегодня же я реально только что вот читал, значит, экономисты более, так сказать, глубже, чем мы, видящие ситуацию, глубже, чем некоторые, большинство политиков это делают, которые рассуждают вообще. Значит, Россия завалена рублями напечатанными рублями Центробанком, которые там, я не могу там, все эти процессы описать точно, но это очень плохой признак того, что все дефициты покрываются печатным станком. Ну это инфляция, путь к инфляции. Впервые промышленность, рост промышленности в минусе. Да, и так далее. То есть ничего там не так все блестяще выглядит. То есть надежда на то, что все-таки просто путинская экономика не справится с вот этим вот переходом и продолжением войны. Она не справится. Непонятная история, кстати говоря. Это очень интересно на это взглянуть, посмотреть в ближайшее время в этом ажиотаже переговоров российско-американских. Все забыли про Китай. Все забыли про Китай. А как он на это реагирует? А что это самое? Опять же, самая свежая информация. Все, с Китаем фактически торговля заканчивается. Потому что последний банк китайский, который занимался там, переводом средств, да, через который можно было оплачивать те или иные там, услуги и товары, прекратил это дело, опасаясь санкций. Да? Ну, я думаю, что торговля-то с Китаем не закончится, она довольно большая, просто будет еще сложнее. Да, председатель Си все больше и больше заглядывает, значит, в Европу. И хочет, по-моему, сейчас больше объединиться с Европой, потому что понимая, что Россия уже, может быть, даже уже больше и не союзник. Или там не партнер, скажем так, союзник. Слишком сильное слово для этого, да. И это из-за переговоров с Трампом. Да, идут переговоры с Трампом, с главным врагом и противником Китая. А здесь такая дружба. Они будут дружить против Китая. Поэтому китайский, вот этот, когда-то он был шелковым, как вот этот китайский путь, я имею в виду путь товарный, да, товарный, финансовый и так далее, он просто перекрывается сейчас.
Это в моем дилетантском, безусловно, понимании экономических всех процессов, но это то, что говорят, еще раз повторю, профессиональные экономисты. Так что не все так радостно и розово, это все очень сложно. Это во-первых. Во-вторых, что касается Украины. И по поводу, заодно можно и поговорить о том, какую они сейчас цель ставят. Виталий Иванович, давайте вот прежде чем мы на этот счет будем говорить, напомню, просит меня напомнить. Нет, может быть, реклама просто моими словами. Друзья, поставьте, пожалуйста, лайки. Это очень важно. Это поддерживает наш канал. Вы прекрасно это знаете. И если вы можете, хотите нас поддержать донатом финансово, здесь тоже на YouTube все рассказано, как это сделать можно. Любая, даже самая небольшая сумма, это важная для нас поддержка. Спасибо вам. Да, Виталий Иванович, в Украину теперь перемещаемся. Совсем перемещаемся. Речь идет вот о чем. Что Украина, судя по всему, на всякий случай на уровне Зеленского, да, он согласен с тем, что там какую-то торговлю будет, какая-то торговля будет по территориям, получится у него там обменять Курск на какую-то территорию украинскую или нет, неизвестно, посмотрим как. Но главная проблема сейчас для него – это что будет после как раз прекращения войны. Да? И главная проблема для него – это гарантия безопасности. Там Трамп по-своему, он как бизнесмен на это дело смотрит. Он говорит, раз мы там будем разрабатывать ваши там редкоземельные металлы, кто ж туда нападет на нас? Кому мы позволим напасть? Но это такая не очень, я бы сказал, не очень сильный аргумент, потому что сегодня там, завтра не там, и так далее. А европейцы, зачем Макрон летал в Вашингтон, добиться от Трампа, добра, так, правда, никто не понял, добился он или нет, но у Трампа вообще что-нибудь трудно понять, на все-таки миротворческие силы европейские. И вроде бы даже Путин сказал, что я не против того, чтобы европейские войска были в Украине. А Лавров сказал, что ни в коем случае. Да, там тоже. Но Трамп сказал, что Путин сказал ему, что он не против. Да. Но, опять же, можно ли верить Трампу? Да? Или Лавров с Путиным разыгрывают доброго следователя и злого следователя? Да? Непонятно, потому что Лавров говорит, вот что, то есть мы против были вступления Украины в НАТО, а сейчас там придут натовские войска. Да? Мы ради этого воевали, а тут, приходят натовские войска. Вы что, как мы можем это позволить? Вот. Но я не вижу другого способа обеспечить безопасность Украины. Потому что все эти гарантии словесные, которые дают 30 стран или 40 так стран. Они вообще-то и были. У Украины гарантии территориальной целостности. Они всегда говорили, что мы вам гарантируем. И США гарантировали, и Российская Федерация, кстати, тоже была гарантом этой территориальной целостности Украины. Собственно говоря, вам недостаток. То есть, и если туда войдут действительно натовские войска, я не знаю, французские, немецкие, не знаю какие, то в общем-то, возможность снова начать войну, тоже она такая условная. Да? Я имею в виду для России, если что. Виталий Иванович, вас немного хуже стало слышно. Можете чуть-чуть пододвинуться, пожалуйста, к микрофону? Я могу пододвинуться, я боюсь, что это у меня не очень хороший интернет. И могу еще раз повторить, если надо, что и это, конечно, это фактор сдерживающий. Хорошо, передохнут, найдут, купят еще военную силу, я имею в виду, заплатят еще добровольцам, комсомольцам, и что дальше? И дальше накопят новое вооружение, и пойдут воевать на натовские войска, с натовскими войсками. Это если они будут стоять там, если они будут стоять действительно где-нибудь не во Львове, а где-нибудь хотя бы рядом с линией соприкосновения. Так что проблема
проблема того, что насколько надолго, я думаю, что все зависит от того, от тех мер безопасности, от тех гарантий безопасности, которые получит Украина. Виталий Иванович, вот хочу вас спросить, как историка в данной ситуации. Мне кажется, что очень сильно, наверное, так происходит в любые какие-то критические моменты, но сейчас очень сильно возросла роль личности в истории, да, как бы это ни звучало уже банально, но если где-то в середине нулевых, в общем, мне кажется, мы не так много об этом говорили и думали, ну, во всяком случае, это мое ощущение, то сейчас все решается как будто бы персоналиями. Путин как будто бы начал войну. Ну, не Россия, а Путин, да, во всяком случае, об этом многие, кто говорят. Перемирие сейчас двигает Трамп, не Соединенные Штаты, потому что еще 2 месяца назад Соединенные Штаты были совершенно другими. Все изменилось только из одного человека. Владимир Зеленский, кажется, тоже фигура не просто там какой-то некий президент. Во всяком случае, у меня есть четкое ощущение, что человек сыграл важную роль в развитии всей этой ситуации. А вот в Европе, наверное, меньше немного личности. Это тоже снова возвращает к нам вопросу о роли личности в истории, да, там мы помним, не знаю, там у Льва Николаевича Толстого, наоборот, эта роль личности падала, да, он говорил о том, что важнее, там, как заблудились солдаты в каких-нибудь там лесах под Аустерлицем, да, и это решало, значит, какой-то исход событий. Вам, как кажется, вот насколько действительно все-таки личность сейчас вот в современной, да, вот истории, которая в наших глазах творится, насколько действительно важны вот эти персоналии? И насколько они важны, сильны? я думаю, что это связано с общими переменами в мире, не только в Европе, не только в России, которые эти перемены мы очень хорошо видим. Это... Ой, не хочется даже произносить эти слова, но это то, что многие говорят, можно это по-разному сформулировать, то, что многие называют это как кризис либеральной демократии. Да. Это, безусловно, война отвратительна, война ужасна, война кровопролитна, но в то же время мне кажется, что эта война, вот, которую мы сейчас переживаем, она отражение каких-то более крупных процессов, а не только там взаимоотношения России и Украины. Да? Это опять же кризис, ну я сказал бы так, это кризис той модели жизни, очень благополучной, ну, все относительно, конечно, но достаточно благополучной, мирной, и я даже осмелюсь сказать, почти богатой, которая сложилась, ну, в цивилизованном мире, что ли, да, в Европе, в Штатах, ну, и не только в христианском мире, но и в других странах после 1945 года. Да. Вот в какой-то момент, и это, может быть, это не чья-то вина, хотя, как кто-то сказал, кадровый голод ощущается в политике мировой. Вот. Это действительно многое зависит конкретно от людей, но это... Может быть, это естественный процесс. Я не хочу быть в данном случае марксистом и следовать Марксу, который там обещал нам смену общественно-политических формаций там, исторически предопределенных, да, что-то придет на смену чему-то и так далее. Но то, что на смену вот этой модели идет что-то новое и не всегда может быть приятное, вот, у меня такое ощущение есть. А почему? В чем надлом? Как только режимы начинают скатываться в авторитаризм, в отказ от демократии и так далее, поэтому сразу становится в диктатуру. А там всегда играет главную роль одна личность. В чем надлом вот этого западного благополучного мира? Почему все пошло рушиться? Все пошло рушиться, потому что, ну, я думаю, что, знаете, когда долго все хорошо, теряешь бдительность, я бы сказал, да? Теряешь бдительность, что ты начинаешь себе позволять то, что, может быть, раньше не позволяли бы себе.
Смена поколений, безусловно. Мы говорили это еще очень давно. Я помню, что одно дело, когда во главе таких, основных государств стояли люди, пережившие Вторую мировую войну, да, там, сейчас там Миттеран, Ширак, там, и так далее, там, американские президенты. И другое дело, что на смену пришли люди, не знающие войны. И никогда не переживавшие войны. И поэтому, черт его знает, может быть, в человеческой природе где-то записано, да, установлено, что такая, не то чтобы страсть к войне, но что война в конечном итоге сопровождает человечество всю его историю, да, войны. Кто-то где-то в детстве не довоевал в подворотнях, кто-то недополучил, может быть, где-то там в подворотнях, опять же. А потом это все выходит вот на этот уровень. Это такое, может быть, не очень понятное объяснение, но я не сомневаюсь, и надо сказать это, мы считали Запад такой идеальный, как бы их назвать, как коллективно этот Запад, такой идеальной, моделью, если хотите, мы все стремились туда, да, что у нас будет так же, как там, когда... Вы сильно разочаровались за эти годы? В чем? В западном мире. Нет, у меня разочарования не было, не надо было очаровываться. Вы не были... Хотя я, может быть, я не знаю, в силу чего, но я был знаком, хотя я попал впервые на Запад уже в 90-м году только, да, на западную за границу. Вот. Но, тем не менее, все, что я увидел, когда я, допустим, приехал во Францию в 92-м году, что все, конечно, не идеально, но нет идеального ничего, да. Просто надо все соотносится хорошо, что плохо. Вот. И, конечно, кстати, про Евросоюз я очень давно говорил, например, что я думаю, что они сделали очень большую такую политическую ошибку. Они не выдержали этого. Они очень поспешили в свое время принять в свои ряды стройные Восточную Европу. Угу. Как бы пытаясь таким образом ей гарантировать неповторение прошлого. Почему ошибка? Ошибка не выдержал. Это было немножко поспешно было. И эти страны были не совсем готовы к этому. И Евросоюз не был это готов. Он перегружен. И невозможно, не может работать организация, когда приходит один человек, чуть не сказал нехорошего слова про него, да, и может остановить работу всей организации. Вы имеете в виду кто-то типа Орбана, да? Или вообще Орбана, в виде Венгрии, это не важно. В виде, в котором она есть? У вас там сколько там стран под 30, да? И один человек, нет, говорит, это все, никаких санкций, условно говоря, никаких санкций, никаких этого. Бум, и все. Да? То есть роль личности в истории велика. И Евросоюз может застопорить один Орбан, да, и войну может начать Путин. Я не вижу в Евросоюзе личности, честно скажу. Вот. Такая какая-то... Конечно, и Евросоюз, он по определению, он не может быть другим, он невероятно забюрократизирован. Невероятно забюрократизирован. Так называемая брюссельская бюрократия, наложенная на бюрократию каждой из стран, да, вот эта двойная бюрократия, двойная такая стена бюрократическая, она жуткая. Она жуткая. Когда приходит один человек и говорит, будет так, да, без всяких там этих самых мышлений и так далее. Это всем нравится. Вообще упрощение такое. Очень хорошая фраза, мне она понравилась, я ее уже второй или третий раз повторяю. Я недавно вычитал Владимира Борисовича Пастухова, когда он обсуждает, сейчас все обсуждают вот эти все процессы глобальные, да,
вот такого скатывания куда-то туда вправо, непонятно куда. Вот, он сказал, говорит, просто большинству надоело быть меньшинством. Да? Как вы думаете, вот Мерц, который будет теперь, видимо, новым канцлером, да, в Германии, вот этот вообще как бы переход к правоцентристам власти в Германии, вы чего-то ждете от него, какой-то новой крови? Я от него ждал, но, судя по его первым заявлениям, он уже тоже, по-моему, начинает ложиться под Трампа. Они все очень боятся Трампа. Они не Трампа боятся, они боятся Америки. Потому что Америка, конечно, всегда это огромная сила, и против которой ты не можешь идти. Да? Если ты вступаешь в конфронтацию с Америкой, то ты остаешься, в данном случае я про Европу говорю, да? Ты остаешься голым. Трамп, я в какой-то степени, там, я не хочу разбираться в североатлантических отношениях, вот, но я думаю, что вот такой, исходя из общечеловеческих таких вещей, в общем-то, он прав, наверное. А вы-то чего? А вы-то что сидите? А вы что просидели все эти 3 года, только, значит, подбадривая Байдена, чтобы он еще дал денег, там еще дал денег. Ну, Европа тоже все-таки справедливости ради что-то там дала. Да, безусловно. Но он сейчас, Макрон сказал Трампу, мы не бесплатно, мы не даем бесплатно все это. Мы 60% долга Украины покрыли, там, и все такое. Там, это по рассказам, я уже не знаю кого, очевидцев, не очевидцев. Но Трамп так посмотрел на него просто, значит, там же понятно объемы, да, этой помощи. Ну да, там честные, хорошие ребята, особенно там из скандинавских стран, они такие более левые, я бы сказал, да, они вот, да, ну, дадут один самолетик где-то там, где-то еще что-то дадут, но это же не решение проблем. Как вы думаете, вот Европа все-таки как-то заживет по-другому при Трампе? Или что-то изменится в европейской политике? Потому что многие сейчас говорят, вот шанс для Европы как-то объединиться, собраться. Да. Не знаю, будут ли они как-то действительно участвовать в решении украинского вопроса активнее? Будем посмотреть, что называется. Посмотрим, как она будет на все это реагировать. Они не определились, Европа не определилась, Европа не знает, что делать. Там, сейчас я понимаю, значит, там же всегда было такое, оно не явное, но внутри всегда было соперничество между Германией и Францией за лидерство в Евросоюзе. Да. Сейчас Макрон активизировался на фоне выборов в Германии. Пока там в Германии они между собой разберутся, он сейчас взял на себя, значит, новые инициативы. Вот он там собрал, сколько там, 8, по-моему, или 9 глав государств у себя европейских. Тут же обидели все остальные по поводу объема, да, этого Евросоюза. Ну, трудно представить себе, если он у себя соберет там по 30 человек, тоже непонятно, да. Вот, полетел в Америку, что-то пытается как бы определить новое место Европы вот в этом новом раскладе сил, да, и что вообще, значит, если Америка сейчас подружится с Россией, то что вообще делать в Европе? Европа, конечно, они, ну, ребята такие, им обидно это, они сами сильные, мы только мы без вас обойдемся, но не обойдутся ни без одних, ни без других, да, потому что Европа... Ну и без Европы вообще-то тоже все-таки не обойдутся. Это же надо тоже понимать, что без Европы тоже не обойдется. Ну, Америка да, тоже вряд ли обойдется без Европы. Куда деваться? Да? Трамп прекрасно понимает, что без Америки Европы, он может диктовать что-то Европе. Да? Ну, посмотрим. Слушайте, Трамп... Вы вообще понимаете, что он хочет от Трампа? Да, вот он хочет...
Он себя хочет. Он хочет, он работает на себя. Он даже не на Америку, по-моему, работает. Он работает на себя. Как где-то кто-то написал, говорит, Трамп абсолютно не союзник России, Трамп не союзник Европы, Трамп не союзник Украины, Трамп союзник Трампа. Ну, то есть он хочет остаться в истории, показать, какой он крутой решал. Он хочет, но он такими, это все-таки не Россия, поэтому он такими категориями, я не думаю, меряет. Я не думаю, что вообще в Америке кто-то сходит с ума, потому чтобы остаться в истории. Но видео, где золотая статуя Трампа стоит в секторе Газа, Трамп уже запостил. Нет. Все личные, так сказать, сигналы о его величии он принимает с удовольствием. Не знаю, там думает ли он об истории, но он вроде как говорят, он очень хочет Нобелевскую премию мира. Ну, я думаю тоже, опять же, что ради этого он не будет поступаться всем, чем попало, только для того, чтобы получить Нобелевскую премию мира. Конечно, он хочет. А кто не хочет? Все хотят сказать, вот. Но он, в первую очередь, бизнесмен. Все-таки у бизнесмена другой подход. Да? Вот. Обратите внимание, из международного дипломатического словаря ушли слова «договор», «соглашение». Да? Сейчас только одно слово. Сделка. Сделка. Друзья, кстати, напомню я сейчас, еще раз мне напоминают, пожалуйста, поставьте лайки нашему каналу, это очень важно. Несложно взять и нажать на кнопочку, а мы будем благодарны. Если вы хотите, можете поддержать канал финансово. Пожалуйста, здесь тоже на YouTube все рассказано, как это сделать. Мы вам благодарны и спасибо тем, кто нас поддерживает. Вот раз мы про роль личности в истории заговорили, сегодня, конечно, невозможно не вспомнить Бориса Немцова. 10 лет назад он был убит. Вы, тем более, Виталий Наумович, были, насколько я помню, одним из последних людей, кто общался с Борисом Немцовым. Он был у вас в эфире как раз-таки перед тем, как его застрелили. Я вот сейчас часто читаю такие... наверное, можно понять, почему так люди пишут. Но вот как вы это воспринимаете? Вот был бы Немцов сейчас, да, или был бы сейчас жив Навальный, они бы там что-то придумали, как-то всех сплотили, как-то смогли бы помочь тем людям, тем россиянам, которые переживают из-за всей этой ситуации, которые против войны, которые против Путина. Как вы думаете, тем более вы знали Немцова, я так понимаю, неплохо, что бы он сейчас вообще делал? Поведение людей за эти 3 года показывает, что предсказать это очень трудно, потому что от многих людей, от которых я ждал условно говоря, радикального сопротивления, да, они не радикальные и не очень-то сильно сопротивляются. Да. Многие и наоборот. Да, поэтому трудно прогнозировать такого рода вещи, но скорее всего, или, как бы сказать, или оставался бы в России, но, скажем так, на правах типа Явлинского, да, где можно говорить о мире. Угу. Можно говорить о мире, но нельзя говорить о кровавом режиме. Да. То есть думаете, что Немцов бы перестал критиковать Путина ради того, чтобы остаться в России. Угу. Вот. Ради того, чтобы остаться в России, слушайте, у каждого своя, так сказать, цена этого, да. Или вынужден был бы уехать. Или попал бы в какую-нибудь статью, я не знаю, терроризм, экстремизм, иноагент и так далее. Здесь вариантов-то мало, поэтому здесь выбор такой очень примитивный.
Ну, просто как вы думаете, все-таки скорее к чему бы склонялся бы Немцов? И действительно, смог бы он что-то сделать? Потому что я говорю, рассуждения, размышления о том, да, вот про двух человек. Про Навального и про Немцова. Что эти два человека, возможно, как-то могли бы повлиять на ситуацию, что-то изменить хотя бы внутри там, российского оппозиционного лагеря. Думаете, нет? Думаете, мы были бы примерно там же, где сейчас? Думаю, что да. То есть даже вот Хотел эти... сказать, что рад был бы ошибиться, но даже не знаю, что здесь ошибаться, не ошибаться. Здесь такое. Думаю, что да. Слушайте, ну, от примитивного против лома нет приема, да, до таких более цветистых рассуждений. Ну, вы видите, что творится в России, да. Но там как можно, находясь в России, бороться с этим беззаконием? Это я только сейчас про Россию говорю, а про войну это вообще не, как бы сказать, это же не решение кого, да, это решение, которое принято, и здесь вообще ни Немцов, ни Навальный вообще ни при чем. Ну, хотя бы если говорить про лагерь оппозиции, который сейчас находится, ну, в каком-то максимально, видимо, бесчувственном состоянии, это моя личная оценка, да, как-то они бы смогли бы повлиять на то, что происходит? Была бы оппозиция как-то чуть более едина? Ну, может быть, разные фракции этой оппозиции, может быть, если бы их возглавляли там Навальный и Немцов, может быть, они себя вели бы поумнее. Вот. Но, в принципе, что, мы знаем по истории, да, сейчас уже все вспоминают эту иммиграцию, все надежды, которые иммиграция тогда испытывала, и все разочарования, которые она испытала. Да. Ну, конечно, есть выдающийся пример Владимира Ильича Ленина, который приехал из Цюриха и давал власть. Но не те времена, и я вот в это не верю. В России вообще, если говорить о России, в России вообще никто там сбоку, мне кажется, так власть взять не может. Власть всегда... Следующий правитель, я думаю, мы его уже знаем. В том смысле, что он уже где-то там наверху. Вы предполагаете, кто он? Нет? А вы предполагаете, кто это? Нет, это может быть совершенно неожиданно. От возвращения Медведева до кого угодно. Не знаю, там. Ну, там какая-то селекция будет. Да. Ну вот, кстати, если вот мы говорим про следующего правителя России, вообще про будущее, вот давайте представим, мы, конечно, так уже об этом всем говорим, пока даже близко никакого прекращения огня нету, да, но раз мы в некой такой парадигме предсказания, что, может быть, все-таки все эти переговоры закончатся тем, что вот будет прекращение огня, будут какие-то там перемены, какие-то новые условия будут выставлены. В России вот что будет дальше? Как вам кажется? Ну вот все. Вроде бы ВСВО, ну понятно, ее продадут как победу. России, а что дальше? Почему, собственно говоря, Путин говорил все время о продолжении войны? Да? Потому что война – это очень удобное прикрытие всего, что происходит в России. Это удобное объяснение всего, что происходит в России. И поэтому вот, а без войны, значит, возникает сложная проблема для власти, кстати. Потому что, безусловно, начнут задавать вопросы, или даже без задавания этих вопросов власти нужно объясниться с народом. Да, власти нужно выйти и сказать, ну вот война закончилась, за что мы воевали, за что положили там энное количество жизней, как никто не знает этой цифры. Да? Я думаю, какие у нас дальше цели? Она не маленькая, а? И какие дальше цели? Какие дальше цели, как жить? Это не очень удобно. Значит, единственный метод и способ, который знает власть против возможных всяких таких нежелательных явлений, это репрессии. Значит, будет, я не сомневаюсь, что будет ужесточение репрессий.
Мгм. что все будет все жарче и жарче. А чем Путин вообще дальше будет заниматься? Я, может быть, очень наивно себе представляю, но вот последние там несколько лет он сначала готовил войну в Украине, да, там присоединял Крым, потом, значит, готовился к войне, и в каком-то смысле он ее вел, да, на территории Украины. Потом он эту войну развязал, сейчас он, значит, тут занимается экономикой, и дивизии там двигает по фронту. А вот остановка. Что ему делать? Что будет делать Ну, Путин? слушай, Сложно представить, что он вдруг будет просто таким менеджером. он что-то делал и без войны, да? Ну, есть что делать там. Кому-то погрозить, заниматься какими-то раскладами международными. Он вообще предпочитает внешнюю политику внутренней. Да, ему интереснее там. Да, он там все. Вот там он себя чувствует Сталиным, там, в Ялте, в Потсдаме, в Тегеране, не знаю где, да, вот он садится, он миром управляет, да, не просто Россией, там, а миром он управляет, вот здесь мое, здесь твое, ну и так далее. Да. Это такая занятная игра политическая. Я думаю, что она увлекает. Просто тогда, если это так, это говорит о том, что ну, какое-то продолжение будет у Украины. Ну, еще раз мы возвращаемся, я не знаю, все зависит от того, да, как все сложится, и главное, что какие гарантии получит Украина, насколько гарантированные гарантии. Я бы так сказал, потому что пока все это непонятно. Но я еще раз повторю, что с войсками миротворческими будет сложнее, конечно, намного начинать какую-то войну, поэтому, я думаю, может быть, и не очень хотят. Ну, посмотрим. Но, в принципе, конечно, война... Здесь еще, кстати, от внутренней политики тоже зависит, не только от всех этих гарантий. Если в конечном итоге наша власть, она такая, как бы это сказать, у нее довольно ограниченный набор инструментов, да, для самосохранения. И если в какой-то момент там, Путин, не знаю, кто еще, увидит, что вот эти все процессы, связанные с остановкой войны, не очень хороши, да, то тогда действительно они задумаются, а надо начать новую войну. Но в конце концов, есть же не только Украина. Есть не только Украина уже, что мы уже пережили. Ну, а кто еще? Грузия? И мы пережили Грузию. Сейчас вот там что-то нам не нравится, как Азербайджан себя повел. Да, но Азербайджан – это довольно сложная цель. Ну, в принципе, да, есть Молдавия, есть Белоруссия, есть Прибалтика. Они, к сожалению, они обижаются, хотя, по-моему, не знаю, чего обидного, потому что... Да, страны Балтии. Да, страны Балтии, я поправлюсь. Вот. Есть, да, потому что там Сувальский какой-нибудь там самый коридор и так далее. Это не значит, что они начнут воевать. Начнут требовать. А там посмотрим, там, как повернется. А там какой-нибудь очередной Трамп в Америке придет, скажет, да давай, что там. Виталий Ильич, 5 минут у нас остается. Еще сегодня тоже, наверное, важный день. Закончился первый этап сделки в секторе Газа между Хамасом и Израилем. Вернули все-таки тела еще четверых погибших заложников израильтянам. Как вы оцениваете вообще ситуацию там? Что дальше будет? Будет ли война дальше? Или все-таки как-то будут договариваться? Не знаю. Это тоже все договариваться. Слушай, сколько я себя помню, столько там пытаются договориться, и столько же там длится война. Я думаю, там вот это вот один период будет сменяться другим. Может быть, это от смены лидеров зависит, может, еще там от каких-то обстоятельств, но сейчас договорятся, какое-то время поживут в относительном мире, да. А потом придет очередной сумасшедший, там возьмет каких-нибудь заложников или сбросит какую-нибудь бомбу, и опять начнется война.
Ну, сейчас все-таки Я как не раз-таки очень, я не момент, очень верю. первый этап сделки закончен, сейчас идет вопрос, либо война действительно будет продолжаться, либо будет все-таки второй этап сделки, когда будут войска израильские выходить из сектора Газа, да, каких-то очередных заложников будут отпускать. Вот этот вопрос сейчас стоит как раз-таки на повестке дня, будет или не будет. Я думаю, что Нетаньяху не выйдет из сектора Газа, пока, как и Украина, да, пока он не получит полные гарантии того, что что сектор перестал быть очагом вот этого ненависти, да, к Израилю, и пока оттуда будет исходить хоть какая-то угроза. Но она будет исходить, пока там есть там, ну, ближайшие, во всяком случае, десятилетия, пока там есть Хамас. Ну да, но вот видишь, там, я не знаю, что там Трамп в конечном итоге, если надо посмотреть, как Америка себя поведет. Это, конечно, я не думаю, что это очень серьезно, то, что он хочет. Переселение? Переселение, да, это такая странная вещь. Вот. Кого только не хотели переселять. Я помню, была в свое время шутка еще в советские времена, когда палестинцев тоже отовсюду гнали и не знали, в общем, где им осесть. Кстати, я не помню, где же они тогда осели. И тогда как было предложение ближневосточный конфликт, ближневосточному конфликту противопоставить дальневосточное урегулирование и поселить их в еврейской автономной области. Вот. И показать, как евреи и палестинцы, значит, могут жить вместе. Вот. Так что такой экзотики. Ну вот, там переговоры с Африкой, насколько я понимаю, идут какие-то наиболее реалистичные. Насколько я понимаю, наиболее реалистичные переговоры идут как раз-таки с Африкой. Там очень бедные страны, и Америка готова заплатить, чтобы они приняли, значит, какое-то количество палестинцев. Хотя все это выглядит, конечно, абсолютно безумно и сложно вообще. Это тоже не очень прилично как-то. Ну как, взять народ, переселить, это как в свое время, как говорили, что в Крым нам евреев хотели переселить, потом евреев на Мадагаскар, по-моему, хотели переселить. Ну, вообще, история переселения народов у нас в России, в Советском Союзе, у нас тут вообще много опыта. Да, у нас есть. Хороших, кажется, нет ни одного. Большой опыт есть в этом деле, можем посоветовать всем. Я думаю, что в ближайшее время все-таки напряжение сохранится, и Нетаньяху ничего не будет ниоткуда выводить. Да, но в ближайшее это не то есть всех заложников не отпустят. Не то, что на ближайший месяц, а на ближайшие там пару лет. Всех заложников, значит, не отпустят, да, Виталий Наумович? Спасибо. Виталий Дымарский был с нами сегодня.